сейчас идем к моей бэшечке, раздербаненной, и будем ее дербанить дальше. Пушка-гонка. Даже открылась. Ну, вчера выпал снег. Вот в таком состоянии на сегодня. Это все просто так, болтается, приборка болтается, все в полу. Основная часть всего у меня здесь. И кстати, снег, говорит о том, что я не зря купил щетку. Заведется или нет? Как будни дизелиста. Все тут вот так вот, колхоз, колхозная проводка. Не моя работа, мне придется, думаю, это переделывать. Каждый проводочек на термоусадку. Cold start. Ну, а что это так? Щеточка. Пригодилось, я уж думал, не обкатаю эту щетку в этом году. Это первый снег такой серьезный. Хотя нет, у нас еще осенью был снег. Но это не важно. Только что подсказал дорогу девушке на Панаме. Надеюсь, ты не заблудишься из-за меня. Все. Охренеть, это что такое? Это еще что такое? Так. Туманки. Габаритики. Че, мы не пацаны? Катим домой. Вся каша заваривалась из-за вот этого звука. Сейчас это не так слышно, но моторчик печки начинает очень сильно свистеть. Непонятно когда, то есть может на холодную начать свистеть, на горячую. Ну, в общем, думаю, слышно. И не знаю зачем, чтобы они сделали так, чтобы добраться до печки, нужно скидывать всю торпеду. На 34-ках можно было добраться из-под капота, а здесь нужно вот туда залезать. Вот туда. Или это сейчас раздербанить всю машину. Ну, всю торпеду. Такие дела. Сейчас скидываем клемму и продолжаем дальше. Все. Поехали. Вчера мне пришлось приостановить работы, потому что стемнело и никакой фонарик даже не помогал. Я до сих пор еще не совсем понял, почему торпеда не хочет слезать. У меня есть догадка, что ее немножко держит вот стойка. Что там я снял, там вроде подосвободилось. Видать, тут стоял какой-нибудь неродной мафон до этого. Потому что сейчас стоит такое самое обычное дисковое. Наберем и откручиваем. Пока я тут откручивал стойку, я подумал, что делают люди, которые покупают машину, допустим, с салона, в которой ничего не надо делать. Наверное, не работают. А может и нет. Может, они взяли машину, сидят, думают, да хоть бы ты как-нибудь сломалась. Мне же скучно. Так, по-моему, я закручу. На самом деле, резина себя показала достаточно неплохо. Это у нас какая-то Lassa Ice Ways. Досталась от предыдущего хозяина. Сказал, что новая. Но она 2014 года. Похоже, я довольно близко к цели. Я скинул накладку стойки, и там чуть-чуть пробовал тащить торпеду, но чуть начала отходить. Скинул приборку. Будем пробовать. Наконец-то мне удалось снять торпедку. На это у меня ушло до хера времени. Теперь осталось снять поролон. Эту штучку. Под ней будет коробочка с печкой. Вон я уже ее вижу. Коробочку. Там она. Все. 2 капельки масла. И, собственно, это то, для чего это все заваривалось. И потом собрать обратно. Было не так просторно стало. Думаю, может вообще так ездить. Накинуть сюда приборку, просто приколхозить. Там на двусторонний скотч. Раз-раз, там предохранители. Чик-чик, все удобно. Чуть что, так раз. Башкой поролон, мягенько. Если там какая-то ситуация.
Господи, сколько проводки. Не знаю, как вы, если меня вообще кто-то смотрит. Я всегда боялся иметь дело с проводкой. Потому что для меня это прям вот темный лес. Поролончик. Пока. Ну, пожалуйста. А, тут еще что-нибудь. Еще тросик. Очень интересно. Вот, собственно, и она. Коробочка. Я не совсем-то помню, как это все откручивать, как это все снимать. Господи, помоги мне. Вот оно, друзья. Вот ради чего все и начиналось. Вот ради вот этого моторчика. Сейчас мне нужно его скинуть. Вернее, снять. И подкапать где нужно. Много усилий было потрачено, чтобы до него добраться. Но либо это, либо, если верить формулам, около 6 рублей такая будет работа стоить. И вот тут провода какие-то неподсоединенные. Красота. Красота и восторг. Разъемы. Ну, тут рекламка от бывшего владельца. Кому надо домофоны. Часа прошло добрых часа полтора. Снял я эти лопасти. Там прочистил щетки. Подкапал, где мог. Не знаю, поможет или нет. Хочется надеяться, что это все было не зря. Но в любом случае это опыт. Значит, так. Мальчики и девочки. Моторчик я прикрутил пока что на 2 болтика. Подключил. Сейчас будем смотреть. Похоже, это победа. Пока что не совсем понятно, ушла проблема или нет. Потому что моторчик иногда сам просто переставал свистеть. Не знаю, в чем вообще причина была, но что я смог, я сделал. Я подозреваю, что сам свист был от щетки. Я щетку там прочистил там ваточкой. Не забыл. Я проделал этот супер модный трюк. Сейчас для вас пройдет секунда, для меня пройдет несколько часов, и скорее всего уже будет темно. Но все равно. И не получилось. И так идет уже 3-й день. 1-й день я не снимал. Думаю, что сегодня закончу. До сих пор стоит какой-то листик. Опять достаем щетку, чистим, заводим, забираем. Вчера я немного подсобрал, накинул торпеду, прикрутил ее. Моторчик, сейчас посмотрим, если будет шуметь. Интересно. Главное, чтобы лишних деталей не осталось. Тут тоже. Упало. Ну и хрен с ним. Сейчас опять навалит сюда снега. Опачки. Как-то так. Хейтеры скажут, что это шара, но это скилл. Значит, так. Мне осталось тут чуть-чуть подогнать при эту самую торпеду. Что-то она тут не совсем хорошо садится. То есть нужно скинуть клеммы, снять накладки, эту приборку. И тут еще я заметил вчера, что тут немножко не сходится элемент. Тут я накладку вот тут снял, но вот здесь вот не видно. Тут немного не сходится пазик. Нужно тоже там все примерять. Это тоже надо будет на место поставить. Короче, работа есть. Работа есть, можно поесть. Остается только подгонка деталей и все. Да. Снимать я это, конечно же, не буду, потому что вместе со съемкой это займет кучу времени. Я уже 3-й день этим занимаюсь, и сегодня я должен закончить. Если не сегодня не закончу, то могу продолжить аж только в понедельник, потому что в выходные я не смогу заниматься машиной. А я купил, чтобы он... Я купил ее, чтобы он... Тьфу. Я ее купил не для того, чтобы она стояла. Потому что кататься на ней, да что такое? Все сломал. В общем, продолжаем. А, еще датчик температуры нужно будет посмотреть, что с ним там. Не забыл. Я проделал этот супер модный трюк. Сейчас для вас пройдет секунда. Для меня пройдет несколько часов. И скорее всего уже будет темно. Но все равно. И... Как вам такое, а? Ох, это была нелегкая и очень медленная работа. Вернее, наоборот, очень медленная. Но теперь все закончилось. Печка не гудит, не свистит. Я несколько раз ее проверял в процессе сборки. И вот так. Настоятельно рекомендую делать это не одному, потому что это очень долго. Вот у меня это заняло почти 3 дня. Чем больше людей будет вам помогать, тем лучше. Тем быстрее вы все закончите. Ой,
Да, успела заколебаться. И если у вас есть деньги и нет времени просто этим заниматься, то лучше заплатите денег и сделайте, то есть пусть сделают люди все за вас. Если вы не уверены, что сможете потом все собрать обратно, то лучше заплатить денег и оставить это профессионалам. Подводим итог. Я слегка переживал, что когда я буду снимать, ставить торпеду обратно, немного нарушится, не знаю, герметичность, и воздух не будет попадать туда, куда надо, вот в эти дефлекторы. Нет, все хорошо. Все хорошо, воздух дует туда, куда нужно. Больше не свистит ничего. Печка греет, все в порядке. Единственное, что я не смог справиться с датчиком температуры, я не знаю, что с ним не так, я до него добрался, но все равно никак контактики там все чистые, там вообще он нигде не окислен, нигде не загрязнен. С этим я уже попозже чуть разберусь. Так что сейчас вот глушим малышку, обойдем ее еще раз. Сейчас будет ругаться. Да, намучился я сегодня знатно так. Любая критика будет только в пользу. С вами был, как всегда, я. Ну, как всегда, первый раз я. Ну, как всегда, я. Будьте здоровы и не кашляйте. И не дрифтите на переднем приводе.